Дорогие гости моего канала, влюбленные и любимые, а также те, кто стремится к любви и надеется на встречу с этим прекрасным ощущением жизни. Приветствую вас на канале психолога Юрия Томина «Классики любви. Популярная психология любви и брака». В 16 видео, размещенных на канале «Классики любви», которые составили плейлист «Пространство осознанной любви», мы исследовали всю обозримую территорию отношений любви и составили ее обзорную карту. Теперь мы будем наносить уже целенаправленные визиты в те или иные области отношений любви, чтобы углубиться в ранее лишь мельком отмеченные завлекательные уголки, найти ответы на новые вопросы или освежить образы ранее полученных впечатлений. В этом видео мы начнем цикл передач под названием «Изнанка супружества», где углубимся в вопросы переживаний любви в брачном союзе и других формах долгосрочного союза мужчины и женщины. Наша первая тема озаглавлена как «Женщина-конфетка» или «Триумф тотальной женщины» и связана с далеко не безрезультатными поисками, направленными на оживление любви в традиционном браке в последней трети недавно минувшего XX века. Представьте себе такую картину. Женщина приходит к священнику, ища совета, как оживить угасающий брак. И тот ей рекомендует, не откладывая, встретить мужа с работы голой, завернутой лишь в пищевую стрейч-пленку, и сообщает еще десяток подобных хитрых уловок. Первое, что приходит в голову, нереально. Ну а если хорошенько подумать, то разве что служитель культа раввин. На самом деле, с небольшой натяжкой примерно так и было. Первый 5000-ный тираж книги «Тотальная женщина» The Total Woman был выпущен евангелически ориентированным издательством и распространялся через пресвитеров протестантских общин. Успех превзошел ожидания. За первый год продано 500 000 экземпляров. К серьезному обдумыванию романтических и брачных отношений обращаются не только профессиональные философы. Переживая кризис любви и отношений, некоторые не сдаются, начинают искать и находят оригинальные решения, а самые одаренные борцы за семейное счастье создают собственные модели брачных отношений и делятся своим успехом в супружеской жизни с другими. Такой путь прошла Марабель Морган, девушка из разбитой семьи, которая вышла замуж в 27 лет за студента-юриста. Когда через 5 лет семейной жизни брак дышал на ладан, Марабель осознала печальные перспективы и решила во что бы то ни стало найти путь спасения своего брака. В итоге головоломных размышлений она решила, что не может изменить мужа и, следовательно, должна изменить себя, чтобы сделать счастливым его и таким образом себя. Позже она сформулировала свое кредо. Только когда женщина отдает свою жизнь своему мужу, почитает и поклоняется ему и желает служить ему, она становится по-настоящему красивой для него. Она становится бесценной драгоценностью, славой женственности, его королевой. Уже через год она начала делиться своими методами оживления брака, организуя семинары для жен футболистов местной команды, а затем опубликовав в 1973 году свою знаменитую книгу. Забавно, но в 1972 году команда «Дельфинов Майами» завоевала суперкубок. Неужели наставления, подобно приготовлению к ужину картофельного пюре розового цвета или готовности удовлетворить в любой момент сексуальные поползновения мужа, могут быть столь результативны? По-видимому, если это работает, то все гораздо глубже и основательнее. Стоит познакомиться и вынести что-то полезное для себя. В чем же заключаются принципы
тотальной женщины, решившей раз и навсегда трудную проблему брака. Они сводятся к 4 императивам по отношению к мужу: принимать, восхищаться, подстраиваться, ценить. В английском это принцип 4 A: accept, admire, adapt, appreciate. Вот примеры жизненных установок, определяющих поведение тотальной женщины. Определите и запишите свою философию жизни как женщины. Тотальная женщина всегда находит время для тщательного планирования. Наслаждайтесь своим уникальным местом в мире. Уравновешенность и уверенность в себе доступны любой женщине. Расположите мужа к прикосновениям и поцелуям. Встречайте мужа с работы в провокационных костюмах. Веселое сердце помогает избавиться от неприятностей. Кроме того, нужно знать и следовать главным правилам тотальной женщины в отношениях с мужем. Не жалуйтесь. Если он спрашивает вас о вашем дне, а у вас был плохой, просто скажите: «Гораздо лучше, слава Богу, теперь, когда ты здесь». Не говорите о домашних делах, которые ему нужно сделать, пока не накормите его обедом. Не расспрашивайте в мелочах, делайте это кратко и мягко. Мужу нужна тишина и покой в его доме после рабочего дня. Нужно видеть, а не слышать. Делайте минимум суеты, особенно если он погружен в себя. Никогда не спрашивайте, почему он действует так, как он действует. Если он хочет вам что-то сказать и просит вас сесть, прекратите то, что вы делаете, и немедленно садитесь. Все, что вы делали, может подождать. Всегда будьте внимательны, когда выходите из комнаты. Он может позвать вас по имени, щелкнуть пальцем или иным способом обозначить, что вам нужно сделать что-то для него. Философия тотальной женщины – это не возврат к прошлым эпохам абсолютного подчинения жены супругу. Это обновленная версия когда-то широко распространенных супружеских отношений, но сильно пострадавших от, впрочем, вполне заслуженных яростных атак феминисток. Однако феминистки перегнули палку и признают только брак равных, в котором женщины участвуют в наполнении семейного бюджета, мужчины моют посуду, а те женщины, которые находятся под мужчинами, заслуживают презрения. Напомним, что традиционные принципы организации семьи подразумевают религиозность супругов, незыблемость авторитета мужа, решения принимает муж, пожелания мужа беспрекословно исполняются. Фундаментальное преимущество традиционной модели брака в том, что иерархия строится на естественных, органичных и ясных принципах. Однако на практике все это, как правило, воплощается в мещанскую, с лубочной раскраской картинку брачных отношений, скучных, тоскливых и серых. Принципы традиционной семьи, как сорняки, прорастают множеством условностей, табу и унылых моральных императивов. Марабель Морган выбрала собственный путь и произвела своего рода консервативную революцию в брачных отношениях. Она наполнила скелет традиционной модели брака сверхновым, можно сказать, революционным содержанием, раскрепощенной свободой творчества в служении великой цели, своему мужу, энергетикой решения сверхзадачи, удовлетворения потребностей мужа вне зависимости от обстоятельств, признанием личного счастья как следствия обеспечения счастья своего мужа. В результате возник синтез традиционной модели брака с мужем во главе семьи и женой как его помощницей, с творческой, эмоциональной и сексуальной свободой женщины в служении своему мужу.
Учитывая исторический контекст, громко заявившей о себе истории четы Морганов, можно говорить об успешном прорастании культуры рок-н-ролла и идей сексуальной революции 60-х в отдельно взятой религиозной семье. Отметим еще одну особенность пути спасения брака, выбранного Марабель Морган. Она попыталась вернуть в уже притупившиеся отношения прелести влюбленности, когда в периоде ухаживания роли определялись естественным порядком свыше и только подчеркивали гармоничную привилегию особенных предназначений каждого из будущих супругов. Для решения этой задачи ей пришлось пойти на жертвы, точнее, обуздание соблазнов руководить семьей путем исправления, корректировки или переиначивания исходящих от мужа решений и установок. Она нашла более подходящее применение своим возросшим в супружеских отношениях способностям и энергиям, волевым решениям, направив их на, казалось бы, рутинные и приземленные задачи семейной жизни, в результате обнаружив на этом поле деятельности широкий простор для творчества и собственного развития. Пример Марабель Морган показывает, насколько оригинальным, далеко идущим и увлекательным может быть выход из ситуации, когда муж после очередной ссоры объявляет ультиматум, что впредь он будет ставить в известность жену о своих планах за 20 минут, а она должна быть к этому времени полностью готова. Если не спешить с ответной реакцией, а хорошенько над этим подумать. Похоже, ей удалось, если не воплотить в реальности мечту об идеальном браке, то спасти и преобразить собственный супружеский мир, а также помочь в этом миллионам других женщин. В этом смысле, подбирая возможные переводы к «the total», среди универсальная, исчерпывающая, всеобъемлющая, совершенная, абсолютная женщина, следует остановиться на сверхженщина, или, что то же самое с другой стороны, женщина-конфетка. Спустя 10 лет в своей новой книге, отвечая на вопросы читателей, она признается, что не может считать себя совершенной состоявшейся женщиной, а своего мужа совершенным мужчиной. В жизни каждый день приносит новые вызовы. К этой довольно скромной оценке своего вклада в революционное обновление традиционной супружеской модели можно добавить так и оставшийся без ответа вопрос о том, что представляет собой тот безымянный, неосязаемый враг, который вставал между супругами и которого она не могла определить, чтобы сразиться с ним. Как дополнительное чтение для размышлений над философией тотальной женщины Марабель Морган можно предложить монолог Катарины из «Укрощения строптивой» Уильяма Шекспира. Вот его небольшой отрывок. «И я была заносчивой, как вы, строптивою и разумом, и сердцем. Я отвечала резкостью на резкость, на слово словом, но теперь я вижу, что не копьем, соломинкой мы бьемся, мы только слабостью своей сильны. Чужую роль играть мы не должны. Умерьте гнев, что толку в спеси вздорной? К ногам мужей склонитесь вы покорно, и пусть супруг мой скажет только слово, свой долг пред ним я выполнить готова». Для более полного представления о затронутых в передаче вопросах рекомендуем ознакомиться с моделями традиционного брака и брака равных в 12-й лекции о супружеских отношениях из цикла «Пространство осознанной любви». Для того, чтобы сегодняшние новые мысли у вас улеглись, в свободное время подумайте над следующим вопросом. Что мешает современным женщинам не оспаривать в большом и малом главенство мужа в семье? Хочу вам пожелать удачи и удовольствия в прохождении наших курсов, а также любви. С вами был психолог Юрий Томин.
Автор книги «Атлас любви».